Всем привет, это опять я, это мой напарник Саша. Мы приехали открывать сезон первого льда на озеро Василковое, известное в народе как Малая Усе. Вон там можно поглядеть, народу уже, дай боже, все паркуются по обочинам, идут искать свое счастье. Ну и мы пойдем поищем свое счастье, надеемся, повезет. Вот так вот тут заставлена машинами дорога. И народ весь бежит на озеро. Ну, это так, не дорога, просека. И вот эта просека упирается в озеро. Снежок такой красивый. А он, правда, сейчас на рыбалке даром не нужен. Вышли на лед. Несмотря на не очень хорошую погоду, народу на льду хватает. Ну и перед рыбалкой вынужденный простой. Сижу вот сейчас, даже удочки не окунаю. Жду, пока стельки заработают. Это китайские самонагревающиеся одноразовые стельки. У них внутри какой-то угольный порошок вперемешку с каменным порошком, там, с железным порошком. И все это, когда смешивается с кислородом, оно начинает греться. Ну вот уже потихонечку греет. Вот такая вот упаковка. Ни слова по-русски. Брал на Wildberries, причем уже не в первый раз. Очень хорошие стельки, рекомендую. Я не мерзляк, но у меня вот уже 4-й год сапогам. Они уже температуру нормально не держат. Поэтому я вот прихожу на рыбалку и вставляю в них термостельки. Кому интересно, ссылку на Wildberries оставлю в описании. Сейчас еще где-то 1 минутку они согреются. Я их вставлю в сапоги и пойду. Рыбалка здесь массовая и простая. Рыба достаточно много. Правда, сегодня клюет плохо. Вот. Вся вот эта вот корюшка, это достаточно небольшой улов. У Сани длинные удочки. И на конце лесок маленькие блесенки с крючками без зазубрины. Так называемые самосвалы. У него рыба, по идее, должна спрыгивать самостоятельно. Ну. Что, не хотит? Не хотит. А нет, вот. Пару раз ее тряхнул, чтобы блесна выскочила изо рта. Она, бывает, глотает глубоко, поэтому приходится пальцами выковыривать. А не, сама отпустила. И, так сказать, не снимая рукавиц, опять блесну в лунку. У меня снасть попроще. У меня традиционная гирлянда с наживкой из опарыша. Ты чё, по зубам кому-то дал? Поклевки еле-еле, душа в теле. Рыбка сегодня вяленькая. Это факт. Ну, прям вот чуть-чуть повела леску в сторону. Совсем копеечку. То есть даже не поклевка, а так.
Вяленько-вяленько. Может еще, конечно, рыба раздухарится. Может еще поклюет. Но я поймал где-то, ну, примерно под сотенку, наверное. Хотелось бы, конечно, побольше. Потому что для этих мест, ну, 100 штук это начальный результат. Скажем так, результат, от которого стоит отталкиваться. А тут, получается, сотня уже воспринимается как хороший результат. Не совсем правильно. По классике. Повело леску в сторону. Поклевки никакой не почувствовал. Все чисто визуально. Видно, что рыба есть, но клюет отвратительно просто. Какая-то вот одна из толпы соблазняется, и на этом все. О, уводит лесочку в сторону. А это вообще без поклевки, просто подвисло. Ух ты какая! Избежала. Самая сильная. И убегла. Не туда. Хорошенькая. Серебряная. Красивая. Солнце периодически за тучки закатывается. Такой холод приходит. Аж прям холодрыга. А вот только солнце из-за тучек выйдет. Сразу тепло и хорошо. О. И рыба клюет. Солнце на закате. Рыбалка, по сути, еще продолжается, но что-то уже не клюет. Вот мой итоговый улов за весь день. Ну, того суммарно, наверное, штучек 250, наверное, поймал. Может, чуть побольше. Хороший денек. Удачный. Он вдалеке, орлан белохвостый сидит. Ждет, пока мы уйдем, чтобы остатки рыбки доесть. На дворе новый день. За моей спиной такой несколько техногенный пейзаж. Дело в том, что я просто в 15 минутах езды от города. Это мой домашний водоем сейчас будет. Так называемая Первая речка. Здесь когда-то текла река под названием Сусуя. Но потом Сусую отвели в соседнюю речку Средняя. А в этом месте от Сусуи осталось всего лишь русло канала с водой. И в эту канаву с водой впадает всего лишь несколько маленьких ручьев. Они не в состоянии создать там серьезное течение. Из-за этого эта река замерзает. Одна из первых. Я тут уже несколько дней назад был. Поймал немного наваги. Сейчас тут уже по такой хорошо натоптанной тропе. Чувствуется, народу будет много. Иду снова за навагой. Саша, с которым мы вчера были на корюшке, уже там сидит. Сейчас посмотрим, что он там наловил. Вот и первая речка. То есть видно, что когда-то водоем был серьезный, но потом вода ушла.
Теперь тут стоячая вода, замерзает быстро. А вот Саня. Сколько примерно сидишь? Час? Да, час. Вот за час надсмыкал на важке, правда. Сейчас, говорит, уже перестало клевать. Как и следовало ожидать, с моим приходом клев на ваге прекратился. У Сани тоже не клюет, мы перебурились. Вообще ни у кого на вага не клюет. Коротаем день за ловлей корюшки. Вот тут разная корюшка, как вы видите. Вот это, как я ловил вчера, морская малоротая корюшка. А вот это вместе с ней поклевывает эта речная малоротая корюшка. Ее тут чаще называют чика. Чика, ну это от японского чика. Так вот, собственно, называется эта корюшка по-японски. Вот это вот называется уже словом, по-моему, вакасаги. И вот 4 чекушки, одна малородка. Как-то кисло очень. Солнце уже на закат. Просидел весь день. И вот моя первая за весь день навашка. Саня уже ушел. Остался я один. Вот наловил чекушки. И вот в какой-то веке навага. Ну, хотя бы так. Уже совсем уже ночь. Остались только те, кто ночью остается ловить навагу. Я кое-как вот поймал 4 хвостика наваги. И с этим уже собираюсь уходить домой. Видите, вот даже на Сахалине рыбалка может быть такой вот почти провальной. И вот я уже дома. Настало время для говорящих рук. Как видите, я уже всю чеку перечистил. Остались только 2. Чищу очень просто. Смотрите за руками. Ставлю ее на брюшко и начинаю резать со стороны спины. Прорезал позвоночник, и в этот момент я прекращаю резать и просто вырываю тушку, оставляя все кишки вместе с головой. А в тушке остаются там молоки и икра. Закрепляем материал. Прорезали позвоночник, порвали. В чекушке, так, где тут видел рыбку с икрой, вот она. В чекушке икра красивого желтого цвета, очень вкусная. Потом рыбу надо посолить. Как следует сдобрить сверху маслом. Не постесняюсь в этот момент немножко перемешать. И постараться уложить ее поровнее. И снова набабахать сверху масло. Потом маленькая луковичка. От кожуры нарочно не чистил. Кожура, попав в масло, придаст ему какой-никакой отцвет. Еще было бы неплохо, чтобы у этих шпрот, а это будут шпроты, был вкус копченостей, подкоптить саму рыбку в коптильне горячего копчения. Но мне сейчас лень этим заниматься. Я это делаю сейчас максимально быстрым блюдом. Можно взять уже имеющийся кусочек копченой рыбы, допустим, шкурку от копченой киты. И вот шкурку от копченой киты положить в масло к рыбке. И эта шкурка передаст достаточно аромата копченостей. Этого будет достаточно. Все, теперь это блюдо в духовку 180 градусов на 1,5 часа. Из 4 пойманных наваг у 3 оказалась икра внутри. Вот такие вот крупные стыки. Она будет нереститься в феврале только, то есть через 2 месяца. Поэтому сейчас уже икра достаточно крупная. Она очень вкусная. У меня дети ее очень любят. Поэтому вот эту вот рыбу я буду жарить целиком. Вот навага готова. И каждый себя уважающий человек, в первую очередь это мои дети, как правило, вырывает всю икру и съедает икру. Вот такие вот ястычки небольшие. Великолепные на вкус. Я их еще иногда делаю просто сырую икру с уксусом и луком. Тоже очень вкусно.
Ну, а про саму навагу нечего говорить. Она хорошая, вкусная рыба. Минус в том, что в большинстве городов России продают замороженную навагу, которая уже там 2 месяца и старше. А она, грубо говоря, через 1 месяц заморозки уже превращается, скажем так, в барахлишко. Вот так в конечном виде выглядят шпроты из корюшки. Ну, правда, такой ускоренный вариант, без копченого вкуса. К сожалению, луковой шелухи было мало, поэтому особенного цвета она не дала. Ее в стороночку. А все шпроты вот перекладываю в специально подготовленную для этого емкость. В ней, собственно, хранить, а потом, когда переложите, залить вот этим вот маслом. И в масле они могут храниться там и несколько месяцев вполне спокойно. Главное это делать на горячую. Потому что когда остынет, это станет делать довольно трудно. Ну и, разумеется, надо снять пробу. Первым делом, разумеется, отгрыз хвостик. Все пропеклось как надо. Ну-ка. Из-за того, что было сверху, поджарилось и стало чуть-чуть жестче, чем хотелось бы. Но все косточки идеально пропеклись. Супер. Пока-пока. До свидания.